Привет! Если хочешь знать правду, нажми подписаться и ставь лайк прямо сейчас. Сегодня в выпуске поговорим о военных действиях между США и Ираном за последние пару дней, а также узнаем, присоединится ли Украина к войне против Ирана, и увидим сокрушительные удары Украины по России. Израиль начал наземную операцию в Ливане. Цахал сообщил о действиях на юге страны в нескольких точках у границы и заявил о точечных ударах по инфраструктуре Хизбаллы. Израиль ударил по зданию Совета старейшин из 88 аятолл в Тегеране в момент, когда они избирали нового верховного лидера. Знакомьтесь и прощайтесь. Совет аятолл выбрал Маджитаба Хаминеи, сына Али Хаминеи, следующим верховным лидером Ирана. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что авиалосная ударная группа во главе с атомным авианосцем и флагманом французских ВМС Шарль де Голль направляется в Средиземное море для возможного участия в войне против Ирана. Настоящий ад на земле. Распространяется видео массированной атаки по Тегерану, которую наносят США и Израиль. Не одним Ираном единым. США начали военную операцию в Эквадоре. Вооруженные силы Америки и Эквадора начали совместную борьбу против наркокартелей на территории страны. Вот трафик судов в Ормузском проливе после блокады Ирана. На этом фоне цены на нефть полезли вверх. США пытаются снять блокаду пролива и уничтожили весь флот Ирана. Американцы потопили 11 кораблей, сообщили в Пентагоне. Также вот кадры морского боя в Индийском океане. Американская подводная лодка потопила иранский фрегат вблизи Шри-Ланки. Это первый бой подводной лодки за последние 40 лет. 78 иранских солдат ранено и 101 пропал без вести. Также к морскому бою присоединилась Украина. Российский танкер «Арктик Метагаз» атакован в Средиземном море у побережья Ливии. Россия уже обвинила Украину. По заявлению Минтранса России, нападение было совершено с использованием безэкипажных украинских катеров и дронов. Курдские силы в Ираке начали наземное наступление на территорию Ирана. По данным источника, тысячи курдских бойцов пересекли границу и начали занимать боевые позиции внутри иранской территории. НАТО вступает в войну против Ирана? Рютте намекнул на применение 5-й статьи. Генеральный секретарь Альянса заявил: «По понятным причинам мы всегда будем сохранять большую неопределенность относительно того, когда именно применяется статья 5. Но если она будет задействована, мы сразу сообщим об этом всем. Мы сохраняем эту неопределенность намеренно, чтобы не делать наших врагов и противников более осведомленными. Именно этого нам сейчас и не хватало. Войну теперь могут развязать китайцы. Официальный Пекин пообещал наносить решительные удары по сепаратистам Тайваня. Об этом говорится в докладе на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Если это произойдет, то уже официально будет дан старт Третьей мировой войне. Хотя, по моему мнению, мировая война началась в 22 году после нападения России на Украину. Переходим к иранским ударам. Иран продолжает бить по Ближнему Востоку, что известно к этому часу. Над столицей Катара Дохой слышны взрывы, системы ПВО перехватывают ракеты. На видео предположительный момент атаки по американской авиабазе Аль-Удейд в Дохе. Корпус стражей Исламской революции заявил, что его силы атаковали американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива. На судне начался пожар. Министерство разведки Ирана утверждает, что вместе с КСИР нанесло превентивные удары по сепаратистским группам, которые якобы готовили прорыв границы и теракты при поддержке США и Израиля. Иран ударил по нефтяному заводу компании Бабко в Бахрейне. Также сообщается об атаке на военно-морскую базу США в Персидском заливе. Кроме того, Иран вновь обстреливает ОАЭ. Над Дубаем и Абу-Даби активно работают системы ПВО. А еще сегодня Иран атаковал новую страну, на этот раз Азербайджан. Аэропорт в Азербайджане горит после иранской атаки. Местные паблики утверждают, что удар был прицельным. Вероятно, удар Ирана по Азербайджану имел целью сорвать авиасообщение между Европой и Азией. Украина может вступить в войну против Ирана? Зеленский заявил, что к нему обращались европейские союзники и союзники из Ближнего Востока с просьбой помочь с сбитием иранских шахедов.
Зеленский готов рассмотреть такую возможность, но только после того, как Украине будут предоставлены ракеты-перехватчики для патриотов. К слову, сейчас на Ближнем Востоке шахеды сбивают дорогостоящими патриотами, а у Украины есть дешевые дроны-перехватчики. И переходим к российско-украинской войне. А начнем мы с приятных новостей. Еще 200 украинцев вернулись домой из российского плена. Украинские силы обороны уничтожили вражеский К-27 на буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря. Во время работы ПВО по украинским БПЛА над Ростовской областью был сбит вертолет ВВС России, все члены экипажа уничтожены. В Кирово-Чепецке атакован химзавод. ЗМУ – это завод минеральных удобрений в Кирово-Чепецке, крупный филиал Уралхим, специализирующийся на производстве азотных удобрений, таких как аммиачная селитра и карбамид, которые используют во взрывчатке. Тем временем ВСУ разнесли нефтяной терминал в Новороссийске. В налете принимало участие около 200 беспилотников. Также 5 вражеских военных кораблей повреждены в порту Новороссийска в результате атаки. Среди них Ейск, Касимов и тральщик Валентин Пикуль. Есть погибшие и раненые российские военные. И на этой положительной ноте у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.